Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей судьбе до конца мая. Давайте узнаем, какие события придут в вашу жизнь, какие перемены идут на ваш порог, о чем вы сейчас, возможно, не догадываетесь, а это случится совсем скоро. И именно о событиях карты старинного цыганского пасьянса нам и расскажут, и покажут. Итак, что же вам хотят передать карты? Что вам нужно услышать, возможно, прямо сейчас, а то и увидеть, о чем, возможно, поразмышлять. И карты именно пасьянса, они у меня очень давно. Конечно, останемся реалистами и рассмотрим позиции выпавших значений именно как с позиции позитивной психологии здравого смысла. Пока вот не вижу совпадений, поэтому идем с вами дальше. Что же, какие события для вас предвосхищают? Может быть, карты, шикарно. У вас выпадает карта Солнца. Часто говорю, точнее, значение Солнца. С одной стороны, это где-то и наше эго, не без этого. Но с другой стороны, это сама по себе возможность. И это, более того, это траектория 6-8 месяцев. Значит, у вас в мае, и очень символично, Уран в Близнецах, первый месяц, май. Долгая траектория на 7 лет, и май может быть таким основополагающим месяцем на эту далекую траекторию, и я бы сказала, на долгое время. Возможно, вы с чем-то будете именно определяться. Я хочу добавить, что в вашем случае это 12-й дом гороскопа, самый таинственный дом, самый такой загадочный. Это внутренние перемены. Поэтому вы сами тут можете что-то реформатировать или видоизменить. Вполне вероятно, для кого-то это совпадет, пусть даже вопросы работы, когда вы прежде, думали о чем-то или предполагали, что вот может что-то пойти определенным образом, а вы люди, которые наделены прекрасной интуицией. Вот эта чуйка ваша, она вам будет давать правильные подсказки. И вполне вероятно, кто-то как повернет в сторону того проекта или творческого процесса, да, о котором вы долгое время мечтали, но вот как откладывали в дальний ящик стола. Но для кого-то из вас это будет именно личная история. Посмотрите, выпадает сердце, любовь. Кто-то вашего сердца может добиваться, а может быть и вы чего-либо сердца добиваетесь. Но все же деловая сфера тоже присутствует, потому что солнце – это, конечно, радость. Солнце – это прояснение, в первую очередь, какой-то запутанной истории. Или когда что-то было непонятно. Но тут и радость присутствует, и все-таки через сердце нам говорят, что вы чем-то остаетесь довольны, безусловно. Хотя вот посмотрите, выпадает, напомню, в нашем пасьянсе мы можем складывать маска, да, значение в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И маска – это у нас всегда как скрытый враг. Или пусть человек себя как будто не выдает, да? Не выдает, и вы можете о ком-то думать очень хорошо, а ведь человек может как два пишем, три в уме. У вас еще выпадают деньги. Возможно, это какая-то история прояснится по поводу денег, или, как вы разгадаете, какой-то очень сложный ребус, который через взаимоотношения, может быть, и третьи какие-то лица, факторы вам как препятствовали, не давали что-то осуществить. А вот теперь зеленый свет. На самом деле очень добрые значения, потому что если мы говорим солнце, сердце, радость и деньги. Ну, вот так вот, если в целом даже по всем сферам жизни быстренько пройтись, куда можно тут применить? К любой сфере жизни. Поэтому у вас, правда, что-то складывается для вашего благополучия. А, еще и любовь. Лебедь, правда, как бы подтверждают. И вполне вероятно для вас месяц май может быть как месяцем возможностей, месяцем, когда что-то вас порадует. Но вот эта маска, она все-таки нас заставляет немножко быть хитрее, мудрее, хитрее, или допускать, по крайней мере, ну, видимо, не все люди братья, хочется сказать, увы. Смотрите,
мы можем также трактовать и по-другому. У нас как раз в первом ряду совпадает маска, а здесь совпадают карты, которые из последнего ряда тоже в крайних получаются, да, рядах. И закрытый путь. Вполне вероятно, это вы разгадаете чью-то тайну. Вы как будто понимаете или поймете в течение мая, что или кто являлся помехой. Может быть, это вы как раз как заслон, закрытый путь каким-то недругом поставите, например. Или хитрый план, опять же, разгадаете. И никому ничего не говоря, сумеете. Это правда. Вот да я бы даже сказала, у вас еще совпадает здесь змея. А змея – это всегда что-то затаившееся. Поэтому вот ваша, видимо, интуиция, ваша чуйка, мои дорогие, она все-таки у вас присутствует. И время такое у нас наступает, когда сложно что-то запрограммировать. И, может быть, в реальной жизни пока еще и предпосылки не создались. А вот уже душа нам подсказывает, а вот, допустим, в каких-то определенных моментах будь-ка ты поосторожней. Потому как, ну, тут вот так вот 50 на 50 и непонятно. И тогда вот прислушайтесь к своей душе. И даже если пока во внешнем мире или в каких-то обстоятельствах ситуация не сложилась, тут какая-то ваша задумка, когда вы можете даже выйти из какой-то сложной ситуации, сложного положения, только лишь благодаря тому, что вы именно предчувствуете. Ну вот закрыть путь, наверное, как и тем, кто в маске, да, а может быть и самому где-то эту маску за пазухой иметь, раз уж так складывается, да, раз жизнь заставляет нас играть по этим правилам, а может быть какую-то завершить чужую игру и начать свою собственную жизнь. Не бывает полностью предсказуемо, я часто об этом говорю, и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот такие карты выпали. Итак, пойдем с вами дальше. У нас сегодня колода Ленорман. Я решила взять карты Ленорман. И колода Таро у нас тоже, которая нам будет помогать. Тоже обе колоды, которые создал великолепный автор, знаток символов древних, чисел Чаромаркетти. И первая карта. До конца мая. Что придет на ваш порог? Может быть, что-то новое. Вторая. Важное событие. Чем запомнится май? Что или кто не оставит вас равнодушным? Третье. Что прояснится? Что прояснится для вас в течение мая, ну или до конца мая? И что внезапно, что неожиданно? Или человек появится, или ситуация, новость, информация. Что изменит ваши планы, а возможно вашу жизнь до конца мая? И достанем карту «Совет» и одновременно спросим, а к чему же приготовиться. Сделаю небольшой анонс, потому что следующее видео выйдет до конца года. Мы с вами достанем с июня по декабрь карты, то есть карта на месяц. И для планирования дел малых и больших мы с вами сделаем такой более продолженный расклад. Думаю, кому-то будет из вас и интересно, и полезно. Я просто предыдущий период я часто делала такие расклады, ну а теперь как-то так все реже. Но знаю, что интерес у многих из вас есть. Итак, до конца мая что придет на ваш порог? С чем связано? А вот она, змея, опять же. В мае вам нужно с чем-то разобраться. И где-то Чаромаркетти, он говорит, змея не появляется постепенно. Она долго наблюдает, она как будто где-то скрыта, в листве, в ветвях, может быть, даже так, да? И внезапное появление какой-то ситуации, конкретного человека, услышанной фразы, неважно, с чем это будет совпадать, вас как будто вынуждает действовать как-то по-другому. Вполне вероятно, вы что-то узнаете такое, что, ну, как минимум, поначалу вас может удивить, озадачить или потребует от вас, возможно, что-то переосмыслить.
Есть такой момент, что, знаете, как аж дух захватывает. Или пытается, может быть, конкретно вселить в нас страх. Вот, кстати, ну, давайте узнаем, с чем это связано или с кем. До конца мая. Что придет на ваш порог? Много людей. По семерке жезлов это всегда чьи-то интересы в нашей жизни. Чьи-то или кто-то свою игру пытается вместе с вами, но как-то через взаимодействие получить или осуществить, а ваша задача на что-то не откликаться. Сохранять внутренний баланс, спокойствие, по крайней мере, это спокойствие демонстрировать, потому что ведь часто я по этой карте говорю, что мы как будто вооружились, да, одним жезлом. А вот эти все 6, это все то, что как на вас влияет. Буквально нашего героя пытаются достать. А он понимает, что силы не равны. Он как будто вынужденно отступает полшага назад. Основная задача в чем-то не участвовать. Вот у вам, ну, как будто ли у вас складывается такая ситуация, в которой не нужно участвовать. Более того, может быть, к примеру, какая-то многозадачность, которую вам создает конкретный человек. Или, может быть, группа людей. А вам тоже вот аркан справедливости, ведь это всегда причина и следствие. И я допускаю, что вы кому-то помогали, а вы очень добрые люди. Кто-то привык. Ну и буквально, может быть, на шею сел и думает: о, классно, а чего это я буду отказываться? Вполне вероятно, что пусть эта ваша помощь была даже через работу, допустим, да, когда вы люди безотказные, вы люди добрые, но это на самом деле так. И вы соглашались, может быть, на какую-то, знаете, внеочередную работу, внеурочную работу или на какие-то вопросы, когда все отказались, а вы согласились. Вот, ну вот идут, вот, понимаете, по этому триплету какие-то подобные ситуации, когда чужие интересы есть, ваших нет, а в итоге но вот эта ситуация, она должна уравновеситься. И, может быть, как раз вы разгадаете этот хитрый ребус, когда бонусы получает другой, а работаете вы. Или когда вы кому-то помогаете, а вам в ответ не откликаются. Ведь причина и следствие заключается в том, что, к примеру, если мы сделали что-то очень хорошо прежде, то теперь как Вселенная, она пытается выровнять эту ситуацию и вам как вернуть долг. Вот такое тоже бывает. Конечно, я не исключаю, что, ну, бывает, мы сами там где-то наследили. Ну, мы делаем ошибки, люди, правда? И вполне вероятно, это где-то вы признаете. Вот, например, такая конфигурация, что в отношении вас была какая-то нечестность или вот опять же хитрость, и вам теперь чью-то игру нужно переиграть и сделать ее своей. Может быть, это будет вопрос касаться, кстати. Иногда аркан справедливости, я такое допускаю, у кого-то вопросы в судах. Тогда вам нужно выровнять ситуацию, чтобы для вас был плюс именно по закону. Где-то карта будет подсказывать: держи баланс. Баланс, значит, никому ничего не говори, что ты там задумал. Но, может быть, какие-то препоны обходить придется сознанием закона или сознанием дела, а может быть даже, если мы спросили до конца мая, что придет на ваш порог, как раз возможность, когда вы можете что-то исправить и как изящно завершить. Десятка мечей. С чем это или с кем это связано? Ну, наверное, все то, что я сказала по аркану справедливость. Как будто Вселенная требует равновесия, завершения какого-то дела, вашего выздоровления, избавления от боли, от страданий. Вы знаете, все же первый аркан у нас змея, и где-то нас уже карты пасьянца, потому что, ну, какая-то хитрость должна быть раз и навсегда закончена. Или, может быть, ваше участие в чем-то. Возможно, это все-таки будет связано с людьми, у кого-то по работе, может быть, у кого-то и в личной жизни. Но вот выздоровление, что придет, да, на ваш порог, выздоровление. Хотя арканы не совсем простые. И что? Вот посмотрите, что в итоге хотела сказать рыцарь Пентаклей. Я не могу сказать, что вы от чего-то отказываетесь, но, скорее всего, это будет сопряжено с тем, что вы признаете, с одной стороны, что какой-то человек очень был меркантильный, имел от начала до конца какой-то ваш интерес, но точно так же
вы как будто не одни. Либо у вас есть какой-то единомышленник, либо вам будет помогать конкретный человек, который имеет статус. Возможно, это и у вас вопросы будут тоже связаны со статусом. Может быть, и по личной жизни все-таки аркан император, а возможно, для кого-то буквально, вот иногда аркан император, это у нас овны, да, проходят, ну или асцендент, может быть, вот совпадет даже так как-то, да, но это может быть руководитель, это может быть лицо, которое вам проясняет какой-то вопрос с учетом аркана справедливость, когда нам нужно разузнать, как в отношении нас работает закон. И то, что мы, ну, думали или предполагали, у нас и законы меняются. Ну, сам закон не меняется, а кто знает. Иногда приложения какие-то выходят. Вот здесь происходят какие-то и внешние перемены, и для вас какая-то ясность наступает. И, видимо, от того, как вы сумеете договориться, не исключаю, что и вам придется делать какой-то хитрый ход. Но тогда ваша личность, как организация вашей жизни от этого выигрывает. Но вполне вероятно, и придется вам, ну, как-то поступать совсем не так, как прежде. Потому что все же, даже если есть на вашей стороне единомышленник, кстати, у вас может быть человек именно в вашем ближайшем окружении. Тот человек, который вам, ну, может как какую-то подсказку давать. Прислушайтесь. Рассмотрите как минимум альтернативный вариант, потому что по аркану император это именно организация нашей жизни. Как и организация учреждения конторы у кого-то именно совпадет. И даже сложный вопрос может быть решен. И в этом поставлено как точка. Вот он, этот закрытый путь. Все то, что я говорила. И тут не есть что-то такое, знаете, простое, что само по себе решается. Но и вы достаточно сильной позиции. И, может быть, этот император, это в конечном итоге и будет тот венец вопроса сложного, который тянется длительное время, долгий период, который, может быть, вас даже замучил. По крайней мере, тут действительно не случайно солнце выпало, как будто может завершиться какая-то абракадабра, мои дорогие, в вашей жизни. Важное событие, чем запомнится май месяц, что или кто не оставит вас равнодушным, благополучие. И правда, когда выпадает карта клевера и двойка, мои дорогие. Более того, карта соответствует, надеюсь, это видно, шестерке бубен. Но считайте это как шестерка пентаклей, мы говорим, помощь высших сил. И где-то я уже об этом говорила. Ну вот, наверное, высшие силы сейчас за вас, да? Когда, может быть, и будут складываться так обстоятельства, и вам-то, понятно, нужно быть гибче, я уже много раз об этом сказала, но тут и для вас что-то складывается в красивую конфигурацию, и, может быть, нам и придется где-то корректировать себя. Не исключаю, что не только планы, а где-то эмоционально, может быть, себя в чем-то сдержать. Мы от этого баланса получаем, ведь тоже, по сути дела, аркан справедливости – это баланс, весы, да? То есть это где-то эмоциональный баланс, ну, придется держать, хотим мы того или нет. Но в конечном итоге эта карта всегда говорит о таком, знаете, глобальном благополучии, получении денег. Или когда вы разбираетесь, может быть, с какой-то темой, которая в конечном итоге именно деньги означает или сводится к финансам, или к работе, или пусть даже личная жизнь. Но значит, все же тема финансов или какой-то меркантильности, я вам тут говорила, да, она тоже может присутствовать. По крайней мере, да, это все то, что вас не оставит равнодушным. Есть взаимосвязь, да, между вот этими двумя картами. Давайте откроем третью. Что же прояснится? Может быть, это тоже, а вот правда, тоже. Для кого-то из вас необходимость куда-то поехать. Возможно, поиск надежных людей, надежных партнеров. Все же рыбы предполагает как и перемещение, путешествие или планируемый переезд куда-то, но это еще и богатый улов, конкретно финансы. Поэтому для кого-то из вас возвращение может быть какого-то гонорара, возвращение крупной суммы, вами заработанной, но по каким-то причинам не полученной. Может быть, иногда эта карта будет говорить и соответствует королю бубен,
Да, тут правда, у вас будут единомышленники, те люди, которые словом, делом или каким-то дельным советом, ну не все таковы, нет. Есть и, знаете, ну как пустомели, или те, которые, ну может быть и раньше так пытались манипулировать, ну и где-то на той же волне они и остаются. Это не сюрпризы, правда? Это, в принципе, даже если вы вдруг такую персону вычислите, но вы тут быстро все по местам расставите. Но если мы говорим, что прояснится, а ведь и правда какая-то финансовая история у вас проясняется, или пусть это будет связано с вашим местом пребывания, планируемым, или где-то в ближайшее время, но очень добрая карта, которая открывает для нас перспективы. Поэтому вот какая-то путаница, какая-то змея, хочется сказать, уходит из вашей жизни. Пусть так оно и будет до конца мая. И пусть приходит организация, выздоровление, и пусть это еще и будет как-то вас подкреплять, возможно, через документы или через какие-то нормативные акты. А то, что у нас сделано, да, или написано, говорят, пером, не вырубишь топором. Ну, вот где-то правильно составленные бумаги, может быть, у кого-то декларации, да, вот иногда тоже, да, налоговая, может быть, служба, или какой-то очень важный отчет, который вам нужно сдать, и вы понимаете, сдам его красиво, хорошо, меньше ко мне вопросов. Вот тут вы что-то завершаете. У вас может быть как и начало, но я тут все-таки больше вижу, что у вас идет с чем-то или с кем-то определение и прояснение. Что или кто появится неожиданно, внезапно? Какие внезапности и неожиданности идут на ваш порог? Выбор, мои дорогие. Но где-то мы говорили об этом. Обратите внимание, как будто по этой карте, ну так условно можно траекторию мая разделить на две части. Вот мы как по этой лестнице сначала взбираемся наверх, но это только ровно середина пути. А далее нам придется что-то выбирать. В какую дверь мы пойдем? Что мы выберем? И по-другому как будто здесь не может быть. Хотя у вас выпадает, это у нас королева бубен, а здесь у нас король бубен, ну или королева пентаклей, или король пентаклей. Иногда это те карты, в которые второе символизирует личную жизнь. Но все же это материализм, опять же, потому что пентакли или бубны, или пусть это документы, значит это бумаги, материальный мир. Это не что-то приблизительное, а четко прописанное. Поэтому может быть и выбор. У кого-то документы, у кого-то из вас по работе возможности появляются внезапно, неожиданно, а у кого-то связь, взаимосвязь, контакт с конкретным человеком. Давайте мы это проясним. Что же там внезапно, что в вашей жизни неожиданно, мои дорогие, в течение мая, что или кто? Но продолжают нам карты финансовую тему. Девятка пентаклей – это карта достатка. Да, это достаточно холодная карта, которая говорит отчасти, ну, у нас, в принципе, с финансами порядок. Деньги есть, деньги будут. Ну, в общем-то, и в пасьянсе нам о деньгах тоже сказали. Может быть, даже если это какой-то сложный финансовый спор или, то есть у кого-то ведь и так может быть. Или не совсем простое решение, но вы как будто бонусов или вот этот улов вы все равно получите. Но девятка, нумерология, вибрирующее число и говорит, что ты можешь что-то решить. Но тебе это придется, может быть, как победу какую-то сохранять. Возможно, вот выбор вы сделаете, а потом нужно правильно рассчитать силы и, самое главное, контролировать ситуацию. Как будто сокол сидит на руке нашей девушки, и предполагается, да, как будто он парит в небе и наблюдает за окружающей обстановкой. То есть вы будете наблюдать за кем-то, а что-то как отслеживать. Но и отчасти благодаря интуиции пытаться просчитать что-то как минимум на пару шагов вперед. Появляется возможность действительно вот этого выбора и решения вопроса. Точно. У кого-то это будет касаться напрямую, опять же, дома, места пребывания или личной жизни. Четверка жезлов, праздник после победы. Вот делайте вывод, что или кто появится неожиданно. Значит, как и вопросы, как и, может быть, связанное что-то с личной жизнью, и ваше какое-то решение такое
очень емкая, веская, которая для вас открывает дальнейшую траекторию. Что изменит вашу жизнь? Что изменит ваши планы до конца мая? Ну, видимо, вот как и маска выпадала, да, так и змея. И здесь мы с первых, по сути дела, карт пасьянса уже видим, что ну не все так однозначно. И мышки, крыски– это всегда какой-то вред. Это те, кто опять же действует из-под тишка. И нельзя сказать, что это какой-то крупный урон. Но это мелкая пакость. Может быть, давайте узнаем, с чем это будет связано. Изменит вашу жизнь, тут, скорее всего, вы будете менять отношение к кому-то. И опять же пентаклевая карта. У кого-то из вас переосмысление по работе, переосмысление вашего сотрудничества с кем-то, изменение по части вашего проекта. Может быть, проекта, который вы когда-то начинали, а тут видите, что ну, вот в этой последовательности, в этой конфигурации денег я не заработаю. Может быть, это вы, вот как по 8 пентаклей, и, может быть, вы прежде были в какой-то, ну, знаете, как вынужденной ситуации, когда вам пришлось очень много работать, и вы где-то устали от этой работы. Вот очень интересно, Чиро Маркетти прорисовывает эту карту. Я надеюсь, это видно. Нам показан человек, а ведь это всегда карта рутины. Карта, когда мы профессионалы, да, вот вы в чем-то не профессионалы, но вы заработались. И Чиро Маркетти передает это с помощью вот именно изображений. Вроде пентакли вот буквально над головой. Не то сохнут, ну не то они уже как будто так сохраняются. И нам ведь показан человек в дорогих одеждах. Ресурсный человек. Стопка книг, которая свидетельствует о том, что он много знает. Он много учился. И тут дело не в дипломах, нет, а тут именно знание жизни. Может быть, это какие-то даже знания, которые вы получили много лет тому назад. То есть это ваша мудрая душа. Но, как и Пентакли, так и эта стопка книг заросли паутиной. Мы настолько заработали, что мы забыли сами о себе. Вот есть такое слово «надо», «я должен», и мы продолжаем в том же духе, а тем не менее, что изменит вашу жизнь? Вот вы как раз себе и скажете, что я настолько как будто подзастрял или подзастряла в своем видении, в каком-то, может быть, однобоком, или в восприятии людей, или в восприятии где-то общности, которая вокруг вас, да, присутствует. И вы понимаете, что кто-то, я, кстати, не исключаю, что у кого-то это даже может быть с близкими людьми. Ну, может быть, родственники. И иногда вот не хотелось бы говорить, но тем не менее, Паш, ведь это детей, может быть, и взрослых детей, да? Ну, 50 на 50, но тем не менее, может, это у кого-то даже ваша помощь, знаете, когда вы передаете свой опыт, например, да, на работе, ну, какие-то навыки мастерства, тогда не стоит передавать. Может быть, не всей информацией делиться. Оставляйте что-то себе. Ну вот есть же все-таки крыски-мышки, которые, ну, имеют к люди интерес. Потому что всегда это говорит о том человеке, который отчасти, если вы с кем-то делились, знаете, открытой душой или кому-то помогали. Ну, наверное, с картой крысы не стоит надеяться на то, что как вы поступали. Благородно, по-доброму. Но что будет такой отклик? Наступает время сохранять себя по-новому. Свои собственные планы, как будто смахнуть эту пыль или паутину, реализовать в действие. Вот в какой-то момент мая вы поймете о том, что именно вы сами личность, вы сами можете реализовать какой-то план, а я бы сказала, что изменит вашу жизнь. Вы себя увидите по-другому, свою ресурсность, свои возможности. И если прежде вы были как на вторых ролях, хотя, может быть, вы этого и не замечали,
Но придется, видимо, заметить тот факт, как-то так обстоятельства сложатся, или придет какая-то новость от конкретного, может быть, человека, который, знаете, как побудительный мотив вас заставит что-то передумать, переиграть, отойти от какого-то шаблона. Что изменит вашу жизнь, ваши планы? Девятка жезлов. Это карта великой мощи. И вот, кстати, пусть не в этой колоде, но чаще девятка жезлов, классика, да, если мы берем Таро, всегда воин, вот вы как воин. И там изображен с перевязанной головой. Понятно, что шишек набил, уже что-то там не туда пошел или где-то оступился. И вот теперь, пусть тут хоть и нам в шлеме показывают, но тоже воин пробирается через болотную топь. Но вот наступает время выходить как из какой-то зоны ограничений, из какой-то серой зоны. Или когда мы, может быть, какое-то время, все то, что я говорила, подзастряли, словно в одном моменте. И в герметической колоде Таро это карта великой силы. Поэтому вот у вас физической силой, настойчивостью буквально будет порядок, как будто у нас хватит сил что-то преодолеть у вас, мои дорогие. И всегда по этой карте, это, кстати, пусть не в этой колоде, но есть такая колода у Чиромаркете Таро снов. Там девятка жезлов называется «Я сделал все, что мог». Вот все то, что я говорила, начиная от крысок-мышек. Пусть это будет либо конкретная история или дело, или касается работы, заработков, или пусть это касается взаимодействия с конкретным человеком. Вот что изменит вас и вашу жизнь? Какой-то пункт, в котором вы скажете «все, баста, вот здесь я сделал все, что мог». К чему приготовиться? Или карта совет. Волшебно. Да? У вас два солнышка, мои дорогие. Карта солнца. Карта говорит о том, что и соответствует тузу бубен или тузу пентаклей. Возможность сама по себе. Шанс. К чему приготовиться. Вот интересно будет потом посмотреть для вас до конца года. То есть всегда ведь это выбор правильного направления. И по солнцу, я и говорю, месяцев 6-8. Вот вы что-то в мае выравниваете, определяетесь, проясняете окончательно. И это как, знаете, фундамент или первые шаги. Основа, может быть, кирпичик за кирпичиком вы выстраиваете чего-то очень важного, что будет продолжаться 6-8 месяцев, что для вас принесет новые победы, новое качество жизни и совершенно другую какую-то траекторию. Наверное, самое главное, вы ведь люди очень ресурсные, вы умеете видеть даже в вещах банальных то, что не замечают другие. Вот, видимо, наступает для вас, мои дорогие, время себя начать ценить по-новому. И в этом вам Уран в Близнецах будет помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. И, кстати, там есть статья «Уран в Близнецах». Вы можете прочитать астрологический прогноз и всю информацию по 12-му дому гороскопа, с чем это будет связано. Я думаю, для кого-то из вас эта информация будет полезна. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.